что, скажешь мне комплимент? Да, ты красивая сегодня. Ну, ты всегда красивая, но сегодня особенно. Привет, друзья! С вами Орел и Решка Перезагрузка. И нас занесло в Бейрут, столицу Ливана. Или, как говорят местные, bienvenue au Liban. Слушай, ты тоже читала, да, что это бывшая французская колония, что они переняли здесь и культуру французскую, язык, и что это светский город, тусовочный очень? Да? Ну, вообще-то мне так просто сказали на пункте досмотра местные. И я подумала, что почему бы мне не выпендриться? Настя, вот только лучик надежды забрежил в моем сердце, и ты сразу же его погасила. Ну, Я тебя прошу, подбрось уже монетку. Ну, хорошо. Орел. Решка. Сейчас скажу, смотри, пафосно. Привет, Ливан. Мгм. Привет, Ливан! Ну, судьба вершится прямо сейчас. Скажи что-нибудь. Господи, ребята, Антон, мне сейчас так хорошо. Перезагрузка начинается, она будет богатой. Же бомжи, да либани, денег нет, живи как хоти. Бейрут – это город, который, кажется, находится посредине мира. Здесь западного и восточного примерно поровну, и оно здорово уживается друг с другом. Бейрут – столица Ливана. Наверное, единственной арабской страны, где девушки ходят с голыми ногами. Молодежь отрывается в ночных клубах, а миллионеры не вылезают из казино. Что же это за удивительная страна и как она изменилась за 6 лет? Ого! Вау! Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Моя машинка в Бейруте будет такая же черная, как уголь в кальяне, и такая же горячая. Слышите? Вот она! Hi. Thank you so much. Ну что, Уголек, задай жару. Итак, дорогие туристы, рассказываю вам плюсы и минусы Ливана. Плюс – это то, что здесь ходят доллары. Их принимают везде и по одному фиксированному курсу. Слабо в это верится, ну, проверим на местном транспорте. Для того, чтобы сэкономить, ловите лайфхак. Покидаем территорию аэропорта и пытаемся поймать так называемое сервис-такси. Ну, ловись таксишечка большая и маленькая. В Ливане есть два вида такси. Персональное такси, новенькое, с кондиционером, которое возит только тебя и стоит $20. И есть общественное такси, серви такси. Обычно это старая и убитая корыта, которая работает по принципу маршрутки и подбирает других пассажиров. Но стоит в 20 раз дешевле. Всего $1. Hi, to the city, center. Center of Beirut. Что это было сейчас? Это первый раз вообще за всю жизнь в истории Орла и Решки у меня такая история. Вообще просто остановился, посмотрел на меня и уехал. Hi, center Beirut. How much? One? Let's go. Все, смотрите. 1000 местных денег – это меньше даже, чем $1. Друзья, ну вы же понимаете, что 1000 неспроста. Ну, во-первых, посмотрите на экстерьер данного микроавтобуса, посмотрите, какая дизайнерская красивая клееночка сверху наклеена. Но это еще не все. Самая крутая фишка – это вот
С ветерком, друзья мои, с ветерком. Эх. В Бейруте чем ты богаче, тем ты быстрее. И чем ты быстрее, тем ты богаче. Скорость – это страсть ливанских богачей. Им важна даже не роскошь авто, а то, сколько оно может выжить по трассе. Для местных богачей нормально втопить под 200 и гонять по улицам города, как по гоночному треку. А другие машины для них как фишки, которые нужно объезжать. В Бейруте ощущение такое, что вообще нет правил дорожного движения. Все ездят как хотят. А спортивные тачки вообще подрезают друг друга, соревнуются друг с другом. Поэтому для моей безопасности я наняла не просто водителя, а профессионального гонщика. Ну что, Кристиан, сегодня мы с тобой дрифтуем. Полчаса, и Сехви такси домчало меня в центр Бейрута. У меня вот только $100. Ну вы же мне сдачу дадите? No, only dollars. Я ж не понимаю, не говорю по-вашему. Вот $100 есть. Я же уже с ним, я с ним уже. Я с ним, говорю, еду уже. Бейрут, вот с ним, вот мой водитель. Это мой водитель, вы чужой водитель. Я вот только с ним разговариваю, с вами. Да, уже за $1 договорились, друг. Начинается спор за пассажира. Да, поехали. Меня только что, во-первых, пытались переманить в другую маршрутку. Я не знаю почему. Listen, I give you $100 and you give me a change. Перед поездкой в Бейрут я начитался в блогах, что здесь везде берут американские доллары. Так вот, уважаемые блогеры, приветики вам всем от меня и от этих таксистов. В общем, вы поняли. Меняйте деньги на ливанские фунты сразу в аэропорту. Короче, засада. Бэнк. بنك ما في مسكرين. Закрыт? О, вы знаете русский. يوم الأحد. А, сегодня не работает, да? Выходной день. عطلة رسمية. О, ничего себе. Значит, взял $100 мои и пошел. Это немножко стрёмная ситуация, потому что человек забрал мои $100, это мой весь бюджет, значит, на 2 дня, и ушел куда-то. О, пошла движуха. Окей? Ребята, это невероятно. Мне только что взяли и поменяли деньги. Причем я в этой ситуации вообще не участвовал. Человек просто взял у меня $100, пошел и поменял. Thank you, my friend. Thank you. Все, пока. Мой лимузин сегодня. Фух. Не знаю, про какие безликие дома, разруху и войны говорил Андрей Бедняков 6 лет назад. Ничего общего с тем городом, в который приехала я. Посмотрите! Я даже не ожидала, что этот город настолько прелестный, настолько богатый. И мне кажется, он 100% меня принимает. Глядя на современный Бейрут, не верится, что еще в 90-х город лежал в руинах. Да, раны еще остались, но они заживают. И сегодня Бейрут не узнать.
котором на каждом шагу чувствуется ближневосточная магия. Ею пропитан каждый булыжник на мостовой. Каждая лепешка. Она в окне каждого дома. Здесь волшебство в каждом звуке. И в каждом взгляде. Но весь этот Восток какой-то недовосточный. Бейрут как будто перемешали с Европой. Ну посмотрите, где-то он похож на Париж, где-то на Мадрид, а где-то на Севилью. Любителям архитектурной эстетики в Бейруте верняк понравится. Точняк. Точно понравится, потому что мне нравится, я любитель архитектурной эстетики. Все дело в том, что тут за 3000 лет перемешались поровну мусульмане и христиане разных конфессий. На одном крохотном клочке земли находятся мечеть, католическая церковь, римские развалины и православный храм. Это уникальное сочетание, которое нигде в мире больше не встретишь. За все эти 1000 лет здесь научились уважать и терпеть порядки друг друга. Так что теперь Ливан — единственная арабская страна, где местные жители могут ходить в коротких шортах, пить алкоголь и играть в казино. Но не будем забегать наперед. Скоро сами все увидите. Фу, как хорошо. Пока отдыхаю, сыграю-ка я в покер на покер-матч. Стараюсь тренировать свои навыки при любой свободной минуте. Играть же можно где хочешь и когда хочешь. Очень удобно, кстати. Вот ты вроде бы как на прогулке, но в покер.ру можно зайти в любой момент. А если еще и победить смогу, то вдвойне приятно. А я смогу. Надеюсь. Сейчас доедет, сейчас доедет. Бейрут – город богатенький. И для своих богатеньких гостей он приготовил роскошный выбор отелей. Как хорошо, что в этом городе богатому туристу не нужно ломать голову над тем, где жить. Мне пришелся по душе номер за 5000 баксов в отеле «Фенисия Интерконтиненталь». Hello, how are you? I'm great. Yourself? Do you have presidential suit? Yes, certainly. Okay, I take it. Thank you. Ого! Послушайте, так это не номер, это какая-то люксовая огромная квартира. Неплохо, неплохо. Ух ты! О, вот это мне очень все нравится. Боже, какие цвета! Именно о такой комнатке я мечтала всю жизнь, ребят. Чтобы вот у меня стоял такой трильяжик, зеркальце, а здесь шкафчики со всеми моими нарядами. Хотя бы на уикенд, но моя мечта сбылась точно. Вау, это еще одна спальня. Обалдеть. Обалдеть. Вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Пойдемте. Ребята, это просто пушка. Какие спальни! Посмотрите, какая у меня ванная комната. Я здесь буду жить 100%. Огромное зеркало.
Боже мой. Гардероб. Сауна. Душ. И вот это вот прекрасное белое джакузи. Ну и давайте не забывать, что вишенка любого номера – это вид. Здесь есть терраса. Пойдемте съедим эту вишенку на торте. Ну, здравствуй, Бейрут! Такое знакомство мне определенно нравится. Неловко получилось. Друзья, ну, на самом деле, я в шоке, потому что я ожидала от арабской страны, от Востока всяких вензелей, вот этих вот восточных мотивов. А нет, очень даже европейский, милый, красивый номер. Прям удивили не могу. Класс. Ой, все. Настроение перекатываться. Могу себе позволить. Уходи, уходи, я отдыхаю. Есть в Бейруте места, куда туристов не водят. Но если там не побывать, пазл под названием Бейрут не сложится. В 20 минутах ходьбы от нарядного центра начинается какая-то зона отчуждения. Все, здесь уже нет дорогих машин, гостиниц, бутиков. Здесь куча проводов, много грязи. И все это до боли напоминает Мумбай или Катманду. Но это не Мумбай, не Катманду. Это все еще Бейрут. Здесь на окнах вместо жалюзи грязные тряпки и лохмотья. Крыши завалены запчастями от мотороллеров. На каждом углу мусорная свалка. Люди живут в катакомбах, которые больше похожи на крысиные лабиринты, а не на человеческое жилье. Все, что вы видите, лагерь палестинских беженцев. С 1948 года этот лагерь стал частью города, но люди, которые здесь живут, не стали частью общества. В лагере 7000 беженцев. У них нет документов, нет прав. Им просто разрешают здесь жить. Никто из этих людей не может работать юристом, врачом или банкиром, только уборщиком или продавцом китайского ширпотреба. Честно, я вообще не могу поверить сейчас, что я до сих пор нахожусь в Бейруте. Днем богачам в Бейруте особо делать нечего, потому что вся развлекуха для миллионеров начинается вечером. Бейрут – это центр ближневосточной ночной жизни. Сюда приезжают богачи из соседних стран арабского мира, где мусульманские законы строже, чтобы отвисать в клубах и спускать свои денежки в казино. На тусовке миллионеров нужно быть при полном параде, поэтому я начну готовиться уже сейчас. Я приехала за мылом. Да-да, за мылом, которым моются. Но не за обычным, а за самым дорогим в мире. Слава о мыловарне семьи Хасун улетела далеко за пределы Ливана. Здесь варят мыло по секретным рецептам вот уже 600 лет. А вот и оно. Самое дорогое мыло в мире. Ребята, если стоите, сядьте. Этот малюсенький кусочек стоит 2800
$800. Мыло как мыло. Почему оно самое дорогое в мире, не пойму. А почему это мыло самое дорогое? Что в нем особенного? Моя дорогая, это мыло почти что ювелирное изделие. Вау. В его состав входят 11 эфирных масел, испанский шафран и, главное, золото и бриллиантовая пыль. Такое драгоценное мыло мы варим только для VIP-клиентов. Например, для принцессы Катара. А какой эффект от этого мыла? Дорогая, это мыло творит чудеса. Омолаживает, увлажняет, подтягивает, убирает второй подбородок. Вот это то, что мне нужно. Ага. Оно такое классное, что ты даже можешь его съесть. И оно омолодит тебя изнутри. Нормал. Ой, сам в шоке. Сколько хватает вот этого маленького кусочка мыла? Ты сможешь принять душ с ним аж целых 20 раз. А если не сильно мылиться, то и на 25 хватит. Знаете, друзья, мне кажется, что даже если бы он сейчас держал какую-то деревянную игрушку, я бы все равно ее купила за бешеные деньги. Просто вы крутой продажник, дядя. Главное бесплатное развлечение для туристов в Бейруте — это Средиземное море. А лучшее место, где можно искупаться и позагорать — это городской пляж. Эх, морька, моречка! Ух! Чё? Seawater is polluted as most beaches along the Lebanese coast. We advise not to swim. Вдоль побережья Ливана морская вода загрязнена. Мы настоятельно рекомендуем вам не плавать красным шрифтом. Это катастрофа. На чего я сюда вообще приехал? Слушай, так вон люди плавают. Ну вон плавает же куча народу. You know, Yes? it's polluted. The water is polluted. Yes, polluted. But why it's polluted? Because all people... Here, No, he's... for you? Yeah, for me. All people... all Beirut there, waste... All Beirut peeing on the sea? Waste of Beirut there in the sea. Tell me, but you are still swimming. Why? Yes, I swim because I Lebanese. Yeah, but it's like... I have force, extra force. I go to my home after and I that. make a show. And everybody's swimming here. Everybody's swimming. And nobody cares. It's very good. But it's polluted. Yes, I know polluted. But maybe they don't know about the No, pollution. every people know. You see the color of water? It's... It's difficult of other sea. Я думаю, они просто не знают. И никто не говорит, потому что объявление маленькое висит. Вот тут только с бинокля можно рассмотреть. Так, надо идти помогать людям. Люди, остановитесь! Вы не знаете правду! Санэпидемантон должен спасти как можно больше людей. Вы не купаетесь, это правильно. Молодцы, не купайтесь. Пипи, кака, хер. Пипи, кака, это не футболисты. Эй, выходите оттуда, там мистер Какашка. Ну помогите, вот же он же прям по голову вообще. Выходи, там, выходи, ну, ты ж какашка плаваешь. Ну вот видите, друзья, 5 минут профилактической работы, и практически уже никто не купается. Санэпидемантон работает, и я не намерен останавливаться.
А я продолжаю готовиться к вип-тусовке. Следующий этап – вечерний дресс-код. Если местные богачи понтуются своими спорткарами, то их жены соревнуются, у кого наряд роскошнее, цветастее, жемчужнее, перистее. И, конечно же, у кого наряд больше блестит и переливается драгоценными камнями. Местные модницы готовы отдать за платье $90 тысяч, чтобы всем утереть нос. Понеслась. Оно прекрасно, но мне я слишком толстая. Вот это красиво. Но цвет не мой. Слушайте, вот это то, что надо. Беру. И, наконец-то, последний этап моего перевоплощения в принцессу Востока. Money talks, money shouts. Don't take much to hear. Сказать, что что-то особенное сейчас происходит? Не происходит. Могу сказать так. Вся эта бриллиантовая крошка и пыль не ощущается совершенно. Текстуру совсем не отличить от обычного. Но сам факт приятен, да? Я лежу и моюсь мылом за $3000. Ох. Саш, ну вообще-то я стать хочу, тебе нужно уйти. В смысле нет? Так, если ты сейчас не уйдешь, я испорчу тебе объектив. Пока принцы и принцессы наводят марафет, обычные смертные идут гулять на центральную площадь Бейрута. Вот не зря все-таки Бейрут называют городом 1001 ночи, потому что здесь вечером на улицах есть настоящее ощущение арабской сказки. На площади везде встречаешь персонажей в национальной одежде шерваль. Смотрите, Вау! Вау! Повсюду слышишь звон монеток на восточных кувшинах. Так уличные торговцы зазывают туристов, чтобы те купили традиционный напиток из розовой воды и индийского финика тамаринда. Что-то среднее между компотом сухофруктов и колы. А вот мужчины в длинных юбках исполняют танец арабских дервишей. Представляете, танцовщики могут вращаться в одну сторону в течение получаса. Но самое чарующее в этой арабской сказке – вот. Уверен, сейчас каждый парень со мной согласен. Простите за мой бегающий взгляд. Я просто в одном месте еще никогда не видел столько восточных красоток. Они офигительно одеваются, они очень стильно выглядят, они очень ухоженные. Больше нигде в арабском мире вы не сможете рассмотреть девушек со всех сторон. Здесь они не прячут лиц за паранджой и не отворачиваются от мужских взглядов. Интересно, как у Насти дела сейчас? Чем там она занимается? А то уж я прямо... Ну, не то чтобы заскучал, но прям задумался о ней. Хотя кого я обманываю? Здрасте, девушка. Вечером в Бейруте главное место притяжения всех богачей – это казино.
Оля. Да, у меня не пышное платье, да, на нем нет блесток и пайеток. Но, девчата, что может быть лучше классики? Вот оно, казино Дюлибан, старейшее казино на Ближнем Востоке. Это настоящий дворец азарта и спускания дурных денег. Казино в арабской стране – это так странно, это даже не Монако и не Лас-Вегас. Но пойдемте посмотрим, что это из себя представляет. В казино Дюлибан съезжается элита из Ирана, Арабских Эмиратов, Кувейта, Йемена, Сирии, потому что в этих странах азартные игры под запретом. А сюда пускают даже местных. Но при условии, что их годовой доход больше 20 тысяч долларов. Интересно, они перед этим звонят в налоговую? VIP-гость здесь может арендовать отдельный игорный зал с личным крупье, судьей и официантом. Ну, удачи мне. Хотя нет, подождите, не мне. Продюсерам. Окей, I'm ready. Буду тратить ваши денежки. Let's start for $5,000. Ну, понеслась. Друзья, вот сейчас вы видите, как выглядят $5000 в виде фишек. Делайте ставку, пожалуйста. This one, this one, and this one. $31 черная. К сожалению, поговорка «дуракам везет» не прокатила. За 30 секунд это казино ободрало меня на $1500. Ну ладно, учу, как делать деньги. Ставьте на красное. $29 черная. Эй. Блин. Вообще я знала всегда, что азартные игры — это не мое. Но здесь, конечно, я не могла пройти мимо и не покуражиться. Продюсеры, сорян, реально. Все, сейчас попрет, сейчас попрет. Окей. Официант! Thank you so much. Welcome. Окей. Все, я дам все свои фишки. За вас. Нет, сейчас по-любому должна выиграть. Ну, по-любому. Ну, не может быть такого, чтобы человек пришел и все проиграл. Я поняла одно. Вот эти вот все игруленьки — это не для меня. И не потому, что я не неудачница и все проиграла. Я так и хотела. Просто хотела наглядным примером показать то, что деньги можно тратить на другое. Например, на туфли, на платье, на еду. А where is the bar? Ливанские красотки так скружили мне голову, что я потерял счет времени. Хорошо, что от центра до моего отеля Embassy идти полчаса. Денег сегодня я потратил мало, поэтому решил не тесниться в хостеле, а раскошелиться на номер в самом дешевом отеле за $38. Так, кровать для меня, кровать для тебя, Сань, телевизор, кондиционер, телефон, холодильник. Так, что это у нас? Терраса и нормальный видон. Так, подожди, сейчас все проверю. Так, кровать, телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, терраса, неплохой видон. Ну все, комплектация полная. Можем жить. Я в душ. Ну что, спокойной ночи, коллега. Лейлатан Сайда.
Саш, ты что, обалдел? Ты почему в ботинках на кровати? Вообще, давай собирайся, нам через полчаса выходить. Ох уж эти операторы разбалованные. Доброе утро. Знаете, в чем прелесть бесплатного завтрака в отеле? В том, что у тебя и бесплатный завтрак, и бесплатный обед, и бесплатный ужин. Бейрут — город душный и многолюдный. Поэтому, если у вас есть 2 дня, второй лучше провести за городом. Тем более Ливан — страна маленькая. Ее можно проехать вдоль и поперек всего за 5 часов и увидеть много чего интересного. Сегодня мы с рюкзаком отправляемся на север от Бейрута, чтобы увидеть главное природное чудо Ливана — грот Джейта. Мы с золотой картой тоже выезжаем за пределы города, чтобы увидеть самое необычное чудо Ливана – загадочный город Баальбек. Ну что, вперед за впечатлениями! В часе езды от Бейрута находится одно из самых загадочных мест нашей планеты – древний город Баальбек. Это огромный город с улицами, домами, храмами. У Баальбека такая история, что не поместится в 10 учебниках. Его построили 6000 лет назад финикийцы. Потом завоевали греки, потом римляне, потом арабы. И от каждой эпохи здесь осталась масштабная постройка. Но самое поразительное в Баальбеке – это знаменитые мегалиты. Это огромные каменные плиты, из которых построен город. Знакомьтесь, друзья, самый большой мегалит в мире. Такая каменная глыба весит, как 7 самолетов «Боинг». Обалдеть! Это мега-супер фантастично. Даже в 21 веке никто из ученых не скажет, кто и как эти мегалиты двигал и каким образом их поднимали на высоту 7-го этажа. Местные же скажут уверенно, здесь не обошлось без великанов и джиннов. Автобус до пещеры Джейта не везет. От остановки придется топать еще целых 2 часа пешком. Hello? You come walking? Yeah, Where? from city, From the seaway? from Beirut. Oh, crazy, man. What? Really? It's take 2 hours. Yeah. Crazy. Crazy. Бюджетник. Входной билет в пещеру стоит $12. Итак, мы спускаемся в знаменитый грот Джейта. Хлебать мой суп, какая же она огромная.
Вот эти пещеры открыл один американец. Он спустился сюда, обалдел от размеров грота и сделал то, что обычно делает в таких ситуациях любой американец. Пальнул из ружья. Эхо было очень-очень-очень громким, и он понял, что здесь невероятно длинные и большие пещеры. Грот Джейта — это не узкая нора, а бескрайняя галерея природных сокровищ, по которой течет полноводная река и можно плавать на лодке. Просто офигеть. Посмотрите эти узоры. Это все сталактиты, которые здесь накапливались годами, тысячелетиями. Сталактиты тут похожи на замки из песка. И на сказочных чудищ, которые, кажется, еще чуть-чуть и сожрут меня своими громадными зубищами. Вся эта пещера строится. Дело в том, что вода, просачиваясь через почву, переносит с собой соли и минералы, которые откладываются годами и формируют вот такие вот нереальные футуристические фигуры. Посмотрите, вся эта стена мокрая. Стройка идет. Но это еще не самое поразительное, что есть в этой пещере. Вы только посмотрите на этот спектакль сталактитов и сталагмитов. Ничего подобного в жизни не видел. Вот просто, чтобы вы понимали масштабы, значит, вверху над нами 50 метров, и внизу тоже около 50. То есть там внизу виден уже Нижний Грот. Внутри горы огромная шахта исполинских размеров высотой 100 метров. То есть вся вот эта вот конструкция сейчас над нами просто висит в воздухе. Люди, пожалуйста, говорите потише. Я не хочу, чтобы эта махина сейчас завалилась на меня. Я буду держать. На обратном пути я заехала в еще одно удивительное место Ливана. Пещеру 3 мостов, где притаился водопад Баатара. Чтобы не только я увидела эту красоту, но еще и кто-то из вас, я решила спрятать тут бутылку со $100. Смело заявляю, ребята, что в Ливане любят богатство, деньги и понты. Поэтому эти хрустящие и манящие $100 будут не лишними. Станьте спиной к водопаду Баатара и подойдите к скале. Найдите заросли колючей травы, а за ними углубление. Там лежит небольшой булыжник, под которым и притаился наш клад. Удачи! Вот уже конец 2-го дня, а мы еще не увидели самый известный вид, который фоткает каждый турист в Бейруте. В конце набережной Корниш находится место, про которое пишут в каждом путеводителе Бейрута – голубиные скалы. Велики – это для слабаков и бедняков. Лучше всего рассматривать голубиные скалы на борту личной яхты. А красивее всего это делать на закате. Только бы успеть. Только бы успеть. Успел! Успел! Ну, друзья, знакомьтесь, голубиные скалы. Говорят, что раньше, давным-давно, с самых верхушек сбрасывались в воду люди, которые страдали от неразделенной любви. Только вот вопрос, как они туда забирались? Потому что даже альпинисты не смогли забраться наверх. Поэтому загадка остается неразгаданной. Ну и еще интересность, голубей там нет. Вообще, конечно, обидно получилось, потому что скалы здесь,
а закат там. Я думаю, что Антону повезло больше, потому что с берега он может видеть и скалы, и солнышко уходящее. Бейрут идеально подойдет тем, кто хочет насладиться восточным колоритом, но не готов отказаться от европейского комфорта. О, вот это мне очень все нравится. Это удачный выбор для тех, кто желает красиво тратить тысячи долларов. За вас. И кто насобирал всего $100 на уикенд. Хлебать мой суп, какая же она огромная. Если вы еще не были в Бейруте, то почему бы не сделать это в ближайшее время? Это мой водитель, вы чужой водитель. Неловко получилось. Я приехала за мылом. Я любитель архитектурной эстетики. Пипи какая, это не футболисты. А where is the bar? Санэпидемонтон работает, и я не намерен останавливаться. А чего это мы ждем? Жду твоей обратной связи по Бейруту. Ой, Птушкин, давай ты первый начнешь. Давай, хорошо. Давай. Значит, это очень забавный город. Он, с одной стороны, он вроде бы как бы очень арабский, но в то же время в нем столько европейского. Да, ты знаешь, я согласна с тобой. Он очень богатый, но в то же время в нем есть такие бедные районы. Ну, здесь как бы тебе виднее, ты же понимаешь, я девочка золотая карта, а бедность — это твое второе имя. Ты обидела меня только что, я поэтому предлагаю тебе сказать эту фразу. Хорошо, я не против. Я люблю камеру, люблю быть впереди. Друзья, мои хорошие, любимые люди, увидимся с вами В следующем городе! А теперь помолись Пойдем? за то, чтобы небо было к тебе благосклонно, Благосклонно. и в следующем городе появился хоть намек на твое богатство. Но это не точно. Люблю тебя. А я тебя. Как друга. Безусловно.